какую же игру приятно поиграть в 2024 году? Bright Memory Infinite. Игра, в которой можно отразить ракеты мечом. Я, честно говоря, насладился даже этими боевыми эффектами в этой игре. Анимация стрельбы и рубки просто великолепна. Полоска жизни восстанавливается автоматически, и вам не нужно искать, где бы подлечиться. Кстати говоря, для игры нужно всего лишь 4 гига оперативы. В игре добавлено очень много костюмов и оружий, но, как мы все поняли, большая часть этих костюмов и оружия, оно в DLC. То есть в дополнение. На данный момент в Steam игра стоит 261 рубль. На игру саму я оставлю ссылку в описании. Все для вашего удобства. Да, друг, я тут тебе контент завез. Пока ты записываешь информацию про игру и завариваешь чай, Я максимально поддержал бы твой палец вверх. Подписка на канал. присаживайся поудобнее, мы продолжаем. В игре также присутствуют големы, из которых можно выбить сферы для усиления способностей. Ближе к концу игры их очень много. Из фактов игры: очень многие хейтят ее попу, но только посмотрите. Моя оценка графики 6,8. Графика красивая, но баги. Также для улучшения способностей нужно будет искать ящики. И вот такие зеленые реликвии для улучшения способностей. Старайтесь не пропускать. Максимально кратко расписал способности. Перемещаться также можно на крюках, как у Бэтмена. Ну а теперь поговорим о минусах этой игры. Не все же только о плюсах разговаривать. Когда я перепрыгивал через пропасть, я каким-то образом упал на камень. По идее, я не должен был выбраться оттуда, но каким-то чудом мне повезло. Также в игре будут присутствовать стелс-элементы, где нужно будет незаметно прокрасться, где-то обойти, где-то спрятаться. Разрубить топором всех солдат. Ах да, у вас же больше ничего не будет, кроме этого топора. Иногда мобы в этой игре очень сильные, и не всегда понятно, как от них убежать или бороться с ними. Также в игре присутствовали какие-то бешеные робокопы с щитами, которых невозможно было убить. А также невозможно было убежать от них. Но если посмотреть, что здесь один создатель, графика очень хорошая. В игре также можно будет покататься на машине. Конечно, не Forza Horizon. По управлению не как суперкар, а как трактор едет, если честно. А также полетать и подраться на самолете. Перейдем к оценке боевой системы. Боевая система 8 из 10. Иногда патроны лежат так, что они в принципе не нужны там. И по всей карте раскиданы эти боеприпасы, которые взять невозможно. Чего лично я вообще не понял. А также я не понял вот этой вот невидимой стены, из которой я никак не мог выбраться. Общую оценку этому проекту на Unreal Engine 4 ставим 6,9 из 10. Ну что ж, заслуженно. У микрофона был Хайлер Шоу. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.